Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за вашу поддержку, за то, что вы со мной, за ваше внимание. Тема сегодняшнего расклада. Что он говорит о тебе за твоей спиной? Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после сигнификации загаданного вами мужчины. И в конце видео в качестве бонуса будет совет психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Также присылайте любые вопросы, на которые хотели бы услышать ответ психолога. Обязательно отвечу. Тема сегодняшнего расклада уже озвучена, что он говорит о тебе за твоей спиной, да? Лицо в лицо мы видим только то, что нам позволяют увидеть. Но что же происходит, когда вы выходите за дверь? За вашей спиной рождаются слова, которые он никогда не решится произнести вам в глаза. Кто-то называет это сплетнями, кто-то попыткой разобраться в себе. Но, может быть, прямо сейчас в его окружении формируется определенное мнение о вас, продиктованное его словами. Тут мужчина может выставлять вас виноватой или, наоборот, превозносить до небес. О чем он шепчется с друзьями? Какая ваша черта не дает ему покоя? Давайте узнаем правду. Итак, сигнификация мужчины. Пожалуйста, вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса, назовите его имя. Какой он, этот мужчина? Зачем нам сразу показывают, свинью подложили? Интересно. Сердце разбито. Он говорит, мне свинью подложили. Сердце разбито. Знаете, в голове прям такое, как будто бы мужчина мечтал о чем-то одном, планировал одно, а получил разбитое сердце, разбитые мечты, ожидания. Но это он говорит, это в прошлом было. Наверное, это как-то касается вас. Наверное, это связано как-то с вами. Что-то пошло не так, да? Ну вот, и сразу вышла у меня какая-то женщина из прошлого, да? Очень похожа на вас. Когда я делаю вашу сигнификацию, у меня почти всегда выходит вот эта карта. Карта муза, яркая, харизматичная, энергетически наполненная. Женщина, которая умеет делать акцент на своих достоинствах, какие-то подчеркивать, да, свои эти достоинства, нюансы во внешности. Опять-таки, и этот фокус внимания на себе умеете удерживать за счет вашей энергетики, позитива, оптимизма, да, этого. Знаете, с кем, как разговаривать, как поддержать эту беседу, да, найти контакт к людям. Ну, в основном это энергетически наполненная, харизматичная очень женщина. Для многих мужчин архетип любовницы, ухоженная. Ухоженная, веселая, общительная. Так, мы вообще-то смотрим мужчину, да? Мужчину, пожалуйста. Вот, что-то понятно, что ничего не понятно. Смотрите, то ли тут история, что эта женщина так сейчас в отношении него настроена, да? Они подпускают его к себе или не верят уже его там словам и делят надвое то, что он сказал. Или же это он сам в таком состоянии как-то приглядывается к вам и тоже может занимать такую позицию, особо не доверять, не раскрываться, может дистанцироваться. Причем, не пойму, такие карты чудные. Тут показано, как он в этой женщине видел свое зеркало, видел вторую свою половинку. Но тут что-то как кто-то пробежал между ними, или что-то случилось. И при этом карта токсичная. Я не удивлюсь, если сам мужчина мог проявляться так токсичненько, да? Давайте уточнять, потому что много какой-то информации такой непонятной, честно говоря. Так, мы вообще-то смотрим на этого мужчину. Это мужчина нам токсичным показывается. Он может быть таким, карта мостик, дорожка. Да, правильно. В чем это может проявляться? Но в чем это чаще всего может проявляться? По карте лабиринт мужчина, знаете, такой, наряду с тем, что вас это в нем может и привлекать, какая-то загадочность, недосказанность, может быть, я уже не знаю, у кого-то даже элементы мистики там во взаимоотношениях, при знакомстве. Карта лабиринт, много тумана, неопределенности. Но когда вы это в самом начале, это может там, ну, интриговать, там, понятно, какой-то флёр такой создавать. Но когда это уже в отношениях более-менее стабильных, и вы уже нацелены на какие-то конкретные форматы,
там доверие у вас, попытки, да, выстроить эти взаимоотношения. Вот эта карта лабиринт ничего хорошего не показывает. Это, скорее всего, о чем? О том, что мужчина может в один момент пропадать, дистанцироваться от вас, ну, те качели, ближе, дальше, холодно, горячо. Не говорю, осознанно или нет эти манипуляции. У кого-то это вообще абсолютно неосознанно, если особенно еще человек не свободен, если он еще до конца не определился, хочет ли он с умными или красивыми, да, а тут вы такая красотка. Ну, в общем, тут карта говорит о том, что очень много неопределенности, да. Вот вы могли как ежик в тумане находиться и до конца не понимать, в каких вы с ним взаимоотношениях и к чему эти взаимоотношения идут, ведут вас. Ну, токсичные также девочки, у кого-то это могут быть черты характера, да, какие-то его поступки, может быть, агрессия, у кого-то это пороки конкретные. Но скорее тут очень много мужчина скрывал. Это вот. Повторюсь, на начальном этапе знакомства, какого-то там сближения, это может быть, ой, так феерично, волшебно, интригующе. Ну, когда дальше ты уже хотел бы, ну, доверять этому человеку, как-то отношения простраивать, это может напрягать, отпугивать и вообще ничего хорошего. Да, это очень болезненно. Причем карта дом, смотрите, о чем это? Вполне возможно, это показано то ли ваши какие-то ощущения, может быть, вы хотели с ним совместный дом или ваши какие-то там планы. Вы могли открываться перед ним и вообще мечтать о чем-то, там, о совместном доме, там, кто-то даже о ребеночке. Но вот эта карта говорит о том, что тут как идет разрушение этих планов. А можно это так протрактовать, что у него дома проблемы, может быть, в семье, какие-то вот тут, или вот в проявлении. Он может проявляться, знаете, внешне фасад один, а при ближайшем каком-то с ним контакте, да, он может себя показывать так, токсичным, и это вас могло разрушать, и для вас это могло быть болезненным очень. Ну, вот что-то мне такое показали. Не знаю. Чуть больше как будто бы про вас. Даже не о нем, а о какой-то женщине из прошлого в его жизни. Но это он. Вот смотрите, мне показано, я специально уточняю, о нем. Он мог быть очень страстный, привлекательный. Между вами могла быть вот такая какая-то история. Тут сексуальное влечение, эрос, страсть. Думаю, это было обоюдно. Но потом что-то произошло. То ли разочарование, у кого-то это даже ревность, элементы ревности, у кого-то это недоверие, да, предательство. Это все сюда можно считать так. Ну, пока мне такое показали. Вот такая сигнификация этого мужчины. Такую историю мне показали. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, что же этот мужчина говорит о тебе за твоей спиной? Первое у нас общий тон разговоров. Какой он? Позитивный, негативный? Или он там защищает себя, свои, уж не знаю, что там у него, рамки, границы. Себя защищает. Какой это тон разговора? Следующее. О чем он именно рассказывает? О вашем характере, внешности или, может быть, о каких-то конфликтах ваших с ним? О чем этот разговор? Следующее. Слушатели, да? Собственно, кому он это говорит все, с кем он этим всем делится? Не знаю, там, друзья какие-то, коллеги. Может быть, даже не хочу даже думать, кто это может быть. Да, может быть, какая-то бывшая из его. Встретились случайно, и тут он делится, рассказывает, какая вы замечательная. Давайте теперь посмотрим, это интересно. Его истинное отношение, да, к вам. То есть то, что он рассказывает, это одно, а вот истинное его отношение к вам сейчас, в данный момент. И последнее, как вам, может быть, стоит себя вести, зная вот эту информацию. Блистать еще ярче, да, девочки? Итак, смотрим. Первое у нас общий тон разговора, да? Напоминаю,
Тема, что он говорит о тебе за твоей спиной. Общий тон разговора. Ух ты, друзья, дружески, искренне. Угу. Сейчас. Странные карты. Ага. Уточню единственное, не совсем понимаю. Карта монеты финансы, это о чем? О чем эта карта финансы? Сердце. Что? Ключик. Это к вам? Нет. А о чем это? Тяжело. Ну смотрите, я уже думала, может он вас посчитал, что меркантильная вы тут какая-то. Я уж не знаю, понимаете, уже думаю, может он посчитал, что вам тут нужны несметные богатства какие-то. Ладно, смотрите, о чем это? Вообще тон разговора, ну, я могу сказать позитивный. Сразу же он делает акцент на том, что он с вами чувствовал себя вот настолько классно, комфортно, тут как маленькие дети, друзья, но тут больше вот эти энергии, это искренность, это вот ощущение счастья, ничем не омраченное. Но он говорит, вот было классно, было вот так вот, я вообще себя чувствовал на небесах прям с ней, вот, и она такая может быть, вполне возможно, у вас даже энергетика такая, знаете, как большой ребенок, можете радоваться чему-то, и вы его этим заряжали, этой энергией. Но дальше он говорит, тут дальше карта Вечная Невеста и карта финансов. Почему, я даже уточняю. Это о чем? Вот тут он говорит о том, что не все в жизни так складывается, как бы мне, может, хотелось бы. Это разговор о вас, да? Он говорит при том, что карта сердца, то есть любовь была 100%, ну, может, с вашей стороны, с его. Но, скорее всего, он говорит о том, что была с его стороны. Но при этом карта ключик, карта финансы, Вечная Невеста. Или человек хотел у кого-то, ну, сидеть на двух стульях, да, кто-то хотел построить в первую очередь карьеру, реализовать свои какие-то планы, может быть, тут с материалкой связано, со своей стабильностью с какой-то, может быть, своим каким-то более стабильным положением материальным. То есть одно дело, знаете, когда у мужчины, как вам сказать, есть уже такое более-менее устойчивое материальное положение, да, и он может себе позволить вот даже с женщиной тут влюбиться, выстроить эти отношения и привести даже женщину там в дом какой-то, квартира, дом, да, вот как-то дать ей какие-то блага. Тут вот такой какой-то нюанс. Он говорит, как будто бы, знаете, не в то время, не в том месте, тут как будто бы параллельно он, это Вечная Невеста, это история о том, что то ли он вам не смог этого чего-то дать, то ли в тот момент он был более, когда он тут с вами общался, и когда, может быть, влюбился тут об этом, как будто бы у него, знаете, другие, не то что там приоритеты в жизни, ценности какие-то, но вот планы на тот момент у него были другие. Знаете, это как будто бы человек тут живет в своем каком-то мире, у него тут свои, ну, реально даже не мечты, а планы, вот, шаги предпринимает, и тут любовь ему на голову свалилась, да, как у Булгакова, Мастери Маргариты, да, там как-то выскочила любовь из-за угла, да, и выстрелила, в общем, вы поняли, в сердце. Я утрирую, но вы поняли, тут что-то такое, он говорит, как будто бы тут не судьба почему-то. При этом я уточняю, это вы там, как вот это, по поводу денег, финансов, вы что-то тут хотели. Нет, это даже не то, что вот вы хотели. Это скорее, он говорит, на тот момент для меня это тяжелая ноша была, тут что-то материальное. Он то ли должен был, ну, допустим, то ли человек там карьеру строил, да, как-то вот уже, то ли, опять-таки, какие-то у него обязательства. Тут почему-то мне так говорит. Но при этом говорит дальше о вас, что говорит, как будто бы он даже, тут карта предчувствия, карта лотос и книга, он даже
когда, может быть, он там и то ли отказывался от этой любви, то ли как-то мог себя так вести очень, ну, некрасиво в отношении вас, обесценивать эту любовь мог. Какие-то такие проявления у него могли быть. Но даже тогда, он говорит, у него как будто было предчувствие по поводу того, что чего? По поводу того, что может быть такая женщина, как вы, ну, это я так говорю, как я это считываю, может встретиться ему единственный раз в жизни. Карта лотос. Это по поводу вашей чистоты. А лотос, повторюсь, это такой цветок, который поднимается ну, с ила, да, поднимается на водной поверхности, он раскрывается. На это, когда он раскрыт, на его цветок, вот на нем нет ни капельки этой грязи. Это говорит о ваших каких-то моральных качествах, о том, что даже если вы будете находиться в таких тяжелых ситуациях каких-то или с токсичными людьми, то вы не будете опускаться до их уровня. К вам как будто эта грязь не прилипает. Это вашей чистоте, вашей душе. И тут карта книга еще. То есть общий тон разговора, это, скорее всего, человек размышляет, анализирует, вспоминает свои ощущения рядом с вами, как было классно. При этом идет где-то понимание того, что вполне возможно, ну, он тут не совсем был прав, когда он тут какие-то, ну, знаете, как приоритеты расставлял. Вполне возможно, тут даже карта книга, он пытается даже, ну, не знаю, с какой-то точки, с философской, ну, скорее всего, как мудрость у человека уже приходит, и понимание того, что деньги можно заработать, да, деньги можно заработать, можно потратить, карьеру можно, получилось, не получилось, попробовать заново выстроить, но совсем не факт, что ты встретишь еще раз какого-то такого человека, вот как вы, чистая душа. Угу. Вот такой какой-то тон разговора. При этом подчеркивая, что, ну, влюбленность, мне кажется, 100% с его стороны была. То ли вы недополучили по вечной невесте вот то, что вы хотели, да, как будто у вас на тот момент могли быть разные, ну, планы, видения этих взаимоотношений. То ли тут финансовая какая-то сторона, захотел человек что-то терять, да, рисковать чем-то, тоже такое может быть. Но дальше идет вот такое как будто осмысление того, что, может, думал, что эти шансы будут дальше ему предоставляться, да, там, получилось, не получилось, там, а тут как будто бы все совсем не так, как он мечтал и думал. Давайте так, конкретные слова, о чем именно он рассказывает, о вашем характере, внешности или о ваших конфликтах. Ну, в первую очередь о вашей внешности, о вашей харизме. Опять вышла карта муза, яркая, харизматичная. Вот интересно, очень интересно. О вашей привлекательности, сексуальности. Вообще, как будто бы он говорит, она заряжала меня. Вот желание, вот эти карты, это говорит о том, что желание жить. Хотелось видеться с вами. Вот этим светом каким-то вы его заряжали. Так, о чем это? О чем это? Сейчас расскажу. О вашем характере, внешности, о ваших конфликтах. Ну, тут давайте так. Ну, тут о вашей внешности сразу повторюсь в каком-то таком общем впечатлении. При этом переход на новый уровень, это, скорее всего, он еще также говорит о том, что осознанно или неосознанно, но вы все ждали, может быть, от него каких-то то ли предложений, то ли действий каких-то, вот изменения того формата, в котором вы находились. Да, допустим, если вы встречались, то вы, допустим, там, может, от него ждали там, ну, не знаю, там, предложение съехаться или там чаще встречаться, или там замуж ждали, что позовет. Если он там был еще в отношениях с кем-то, допустим, не до конца, да, разведен, еще что-то не определившись, то вы все ждали, пока он определится. Вот тут об этом рассказываю, что вот такая женщина, может быть, вот тут дальше, как будто бы, может быть, вы подзадолбались этого всего ждать, и дальше вы превратились в жадину. Женщину, которая, может быть, выбрала себя, свою стабильность. То есть тут уже идет о вашем характере. Даже не то, что характер, а вашу реакцию на его то ли проявление, то ли не проявление, на его какие-то поступки в отношении вас. Он говорит, а дальше она изменилась. Она стала вот эту вот, может быть, какую-то энергию, вот, там, любовь, нежность, поддержку, она как будто, знаете, как подзаморозила. Больше стала себе это все оставлять. Не стала такой, может быть, открытой, доверчивой.
Вот тут об этом, вот как будто бы ваши отношения не сразу, но потом изменилось. Попозже, но потом изменилось. Ну, закономерно. Так, и тут дальше карта якорь, стабильность, приведение и манипуляция. Также еще может говорить о том, что если он мог, давайте так, мог тут в отношениях вас какие-то манипуляции пытаться провернуть, да, это все касалось карта якорь, это стабильности какой-то. То есть не говорил ни да, ни нет, в подвешенном состоянии могли отношения какие-то такие быть. Опять-таки, если вы хотели тут конкретно, тут может быть якорь, это определенности, давайте так, во всех смыслах, то тут карта привидения, это, я так могу это прочесть, и карта марионетка. Мог появляться, пропадать, мог давать какие-то двусмысленные, какие-то, знаете, посылы, обещания непонятные. Вроде бы и есть он, но в то же время вот этой вот стабильности такой нет. Ну, это, скорее всего, тут о каких-то конфликтах. История о том, что, может быть, вы уже в полной мере вот это вкусили, вот эти какие-то игры, вы посчитали это уже невыносимым. Ну и не захотели быть той же марионеткой, да. Также он может рассказывать о том, что, ну, вряд ли он тут рассказывает с той позиции, что он такой негодяй, да, он так себя вел там. Скорее тут история о том, что может рассказать о том, что вы очень изменились, вы потом уже стали, может быть, даже подозревать его во всех каких-то там тяжких грехах и даже в каких-то манипуляциях, там, где он типа и не думал, да. Знаете, как будто бы уже вот, то есть, из той сказки, когда там мальчик кричал «волки, волки», там прибегали к нему, там его спасали, а потом, когда в очередной раз он там крикнул «волки», когда на самом деле были волки, ну, вы поняли, да, то уже никто не поверил и его не спасли. Тут что-то такое, может быть, вот, как будто бы вы могли разочаровываться, ждать чего-то, а потом, когда вы уже перестали надеяться, ждать, и, может быть, выбрали себя, а не болезненные какие-то взаимоотношения, выбрали себя какую-то более здоровую, подумали, лучше я буду, лучше никак, чем как-нибудь, да, то, может, он даже уже это прочувствовал, но уже было поздно. Тут что-то такое. Ну да, для него это было неожиданным подарочком таким. Может быть, он привык, знаете, к вашим каким-то, ну, не знаю, к какому-то алгоритму, к вашим каким-то проявлениям, где вы могли прощать, давать шансы, там вестись на какие-то манипуляции, если он там показывал, что, ой, мной там еще интересуются женщины, да. Тут вот такое какое-то как противостояние могло быть. И в конце он не готов оказался к такому подарочку. Он рассчитывал на одно, то как вы себя будете вести, а вы повели себя по-другому. Нестандартно как-то. Он этого не ждал. Ну, вот так. Скорее всего, для вас это общение было как урок какой-то. Ну, и вы, наверное, в конце концов выбрали себя. Свое здоровье, психику свою здоровую. Ладно, ну вот он рассказывает, вот, в первую очередь внешность, харизма яркая, наполненная. И какие-то ваши ожидания, которые он, ну, не знаю, ваши мечты, ожидания, планы. Ну, он как будто бы не смог оправдать ваших где-то ожиданий или не захотел. Давайте так, слушатели, кому он это говорит? Кому он это говорит? О чем это? А тут вообще, знаете, может быть, это разговор, вот как мне. Это даже может быть слушатели. Это больше даже идет мне по телефону разговор. Угу. Как будто глаза завязаны. Вживую этого человека он не видит. Может, на расстоянии с кем-то. При этом карта одиночества. Тут вообще может быть такие разговоры. Это может быть с какими-то случайными, даже не то, что там, я не понимаю, нелепо звучит, случайные слушатели. Нет, тут даже какие-то могут попутчики быть случайные, да. Люди, с которыми он близко даже не знаком. Вот, они его не знают. Вы поняли, как вот бывают там в поезде, допустим, да, какие-то попутчики, вот там еще где-то вот.
случайный, как знакомство. По какой карте компас люди вот притянулись или где-то, может быть, там пересеклись, я уже не знаю, за границей, там отдых какой-то. Случайная судьба свела, и вот он открылся, он рассказал об этом. Да, карта компас, карта клевер. Это как будто бы вот по компасу люди сошлись, свела их судьба. Клевер – это шанс. Шанс, вот ему плохо, карта болезнь. Ему очень плохо, и карта беса. Это, знаете, как его изнутри что-то вот как подгрызает, ему не дает это спокойно спать. Может, человек даже выпил, да, болезнь и бес, это может быть сюда даже какое-то состояние алкогольное, такое очень тяжелое состояние даже, плохо ему. Тут вот такой вот. И для него это шанс где-то выговориться с незнакомым человеком. Угу. Вот мне так даже. Это не сколько друг. Нет, это не друг, это скорее человек очень случайный, какой-то, как будто после этого пути могут разойтись. Одиночество. Он знает, что этот человек где-то будет сам по себе, и он. Как будто бы для него даже это шанс какой-то выйти, выскочить из этого одиночества. Без, как вам сказать, безболезненный, да, без каких-то последствий. Вот так вот мне даже. Истинное отношение. Как вот эти вот слова, они коррелируют с реальными чувствами его сердца. Его истинное отношение, его эмоции истинные какие-то. Что он чувствует? Ой, девочки, я не знаю, для кого-то это вообще очень актуально, если мужчина в свое время побоялся взять ответственность за взаимоотношения с вами, то ли побоялся утратить какую-то стабильность, материалку, тут такой подтекст какой-то, побоялся чем-то пожертвовать. Может быть, думал, само рассосется, или, может, думал, правда, какие-то шансы еще будут, или как-то на что-то надеялся. Тут какой-то нюанс с материалкой связан. Почему я говорю? Смотрите, а тут истинное отношение, вот что он чувствует, ему очень плохо. Карта вот эта сродни карте повешенной, это карта утопленник. Это когда, знаете, не депрессивное, но какое-то состояние нестояния. Хреново. Вот как-то накрывают его это. При этом карта черная кошечка, карта токсичность. Плохо от чего? От того, что как будто бы он не радует то, что его окружают. Более того, много, опять-таки, каких-то утаиваний, много неопределенности в его жизни. И токсично, опять токсично, девочки. Да человек сможет сам себя разрушать своими какими-то поступками, своими какими-то, у кого-то тут и пороки могут, да, какие-то быть. Ладно, я не хочу чуть на мужчину наговаривать, но смотрите, его еще напрягает, очень напрягает то, что он за вами где-то подглядывает, наблюдает, и в связи с этим у него очень много страхов. Страхов, и карта жадность. Отчасти это может, если вы разошлись с этим мужчиной, если он даже там, может быть, выбрал не вас, то тут какие-то страхи по поводу того, что то, что он выбрал, а его это не радует, его это пугает, и он понимает, что он явно он не должен был выбор делать в ту сторону, или не должен так себя был проявлять, вести, или наоборот, он должен был проявиться. Тут вот что-то такое. Какие-то страхи, как будто бы вот тут карта жадность. Можно даже прочесть. И вас, может, человек не хотел, не хочет до конца терять, да, карта наблюдения, но в то же время странно как-то это все. Причем тут токсичное наблюдение? О чем это? Две карты. Смотрите, сразу карта, при том, что карта замок, он скрывает свои эмоции. Вот токсичное наблюдение. Человек может за вами наблюдать, внутри у него там бушуют эмоции. Карта вода, да, это эмоции, это влюбленность как минимум, да. Но при этом карта замок, он это скрывает. Внутри него вот это все происходит. Тут карта жадность. Хочу спросить, при чем тут карта жадность и страх? О чем это? Опять две карты у меня выскакивают. Вот смотрите, как я это вижу, да? При том, что карта зелья и карта сущность. Вот тут страх, тут карта сущность. Это о чем? Если подряд это прочесть, человек выбрал что-то в свое время, сделал выбор в сторону карты зелья. Это
В этом кубке не настоящая любовь, это как суррогаты, как подделка. То есть то, что он выбрал, он по факту понимает, что это к искренности не имеет никакого отношения. Это как, ну, то, что он выбрал, вот, вместо любви он выбрал, допустим, там, у кого-то материалка, у кого-то опять это иллюзия, это каких-то взаимоотношений. И карта сущность. Это не дает ему спокойно жить. Ну, вот тут что-то такое мне идет. Как будто бы человек находится в таком каком-то состоянии, ощущение того, что он поступил, ну, неправильно. Да, давайте так. То, что он сейчас имеет, его не устраивает, ему плохо. Ему физически плохо. Тут прям физически человеку плохо. Ну, я уже посмотрела. Тут истинные отношения за вот этим всем скрывается. Карта была у нас замок и карта эмоций. То есть эмоции присутствуют к вам. Давайте еще. Все-таки чувство его в сердце. Это общее такое, да, у него? Общее чувство. Чувство. Ну, вот смотрите, вышла карта крест. Это карта, смотрите, изображает этот крест, да, как ну, тут могилка, да, и над ней, возле нее это склоненная фигурка. Человек раскаивается, человек плачет, человек понимает о том, человек осознает то, что он совершил, назад уже это не прокрутить, это уже свершилось. Ну, не переиграть уже эту ситуацию. Ну, он не может это все вернуть. Может быть, не может вернуть вашего доверия. Может быть, он эти шансы не может назад взять. Да, уже как будто бы это все случилось, сложилось. Ну вот, мне такое вышло. Так, давайте. Следующий у нас совет. Как же вам себя вести, зная эту информацию? Ой, а вам сразу предлагают ваше сердечко охладить. То есть все какие-то там, может быть, сейчас у вас, не знаю, там слезки капают у кого-то, кто-то там вспомнил этого человека, вспомнили что-то хорошее, да, как всегда мы, женщины, быстро оттаиваем, да, и помним все хорошее. Вот вам говорят наоборот, возьми себя в ручки, возьми свое сердце под контроль, да, свои эмоции, все держи под контролем. Помни и хорошее, и плохое, карта дуальность. Помни, что было и хорошего, не забывай, конечно, но помни также и тут дальше карта павлин. Может, его какое-то высокомерное, уж не знаю, поведение, может быть, эгоистичное, может быть, какие-то вот нюансы, которые, да, из-за которых вы, собственно, может быть, и не сошлись, или разошлись. И вот где-то вот как он себя вел, вам говорят, это вот это его сущность, вот он такой, ты вспомни. Не просто хорошее, да, помни, а помни то на самом деле, какой он был. Помни, может быть, в каких ты был ограничениях, может быть, как мужчина пытался то ли вас заставить по своим правилам играть, да, или, опять-таки, эти плен карта, может, пытался вам навязать эти правила игры как-то, я уже не знаю, тут не давал вам этой определенности. Медведь и замок. Еще также вам говорят, как себя вести, девочки. Тут не забывать то, что одно дело, вы могли влюбиться в этого мужчину, да, по карте павлин, а другое дело, когда реально человек по карте медведь берет ответственность, вкладывается во взаимоотношения, простраивает эти отношения, по-мужски себя ведет, да, не вот так вот, как павлин распускает перья. И вам просто говорят, вот, больше обращай внимание на, вот, наверное, какие-то эти мужские поступки. Тут карта замок. Как себя вести, зная эту информацию. Наверное, просто вспомнить, проанализировать, а делал ли он конкретные вот такие шаги, был ли он таким, тем самым мужчиной, который действительно о вас заботился, который вкладывался в эти взаимоотношения во всех смыслах, да, временной ресурс, там, внимание, поддержка, материальные в том числе какие-то там вложения, да, выстраивал эти взаимоотношения. Тут вам говорят, вот по карте замок, как будто бы нужно еще многом, как будто бы, даже если ты не знаешь, да, или ты его с этой стороны не совсем знаешь, или, может быть, если бы вы с ним были
дальше какие-то отношения развивали, то, может быть, вот тут вот как-то по этому поводу у вас бы, может быть, и глазки открылись, и вы по-другому на него посмотрели. Так, это об этом. Ну да, вот как-то тут бесплодно. Бесплодно то ли ожидать от него таких проявлений, то ли вообще бесплодно этого ожидать. Сейчас, девочки, ждать и ожидать даже то, что он будет так проявляться, да? Карта метла — это сплетни. Время. Совет, как себя вести. Тут вам, девочки, говорят, что еще какая-то информация по поводу него может в ближайшее время или, в принципе, через время вам прийти по поводу вот именно его проявлений вот таких вот, там, как мужчина, там, заботится. Может быть, даже это по поводу кого-то другого, да, вам информация. Воздержание, бумеранг. Ну, не знаю, тут как будто вам говорят, еще жди, какая-то информация тебе придет по поводу его вот этих вот проявлений. Угу. О нем информация. Тут скорее воздерживайся даже от каких-то слишком резких движений, так как бумеранг может прилететь. Бумеранг. В чем это? Это может тебе принести душевные муки. Угу. Тут вплоть до того, что не нужно сильно сближаться даже. Если будут какие-то попытки с его стороны, да. Но опять это как в лабиринт ты попадешь. Опять подвешенное какое-то состояние. Если вы мазохистка, ну, то тут карта душевные муки, лабиринт, это все сюда, да, это сближение с этим человеком. А если вы выбираете себя, счастливую, свободную, да, может быть, шансы себе даете на то, что с кем-то другим вы можете построить прекрасные взаимоотношения, то это... то тогда держитесь от него подальше, от этого мужчины. Мне так идет. И самое главное, сердечко свое берегите, не открывайте заново. Наоборот, свои эмоции держите уже под контролем. Угу. Прежде чем реагировать на него, на этого мужчину, как будто бы успокойтесь и действительно вспоминайте не просто там прелестные какие-то моменты общие, а и то, что вас в нем напрягало, из-за чего, может быть, вы разошлись, то, что для вас было болезненным, да, то, что приносило вам эти душевные муки. Все нужно проанализировать тут как будто бы. Так, и то, что человек говорит о других в их отсутствии, характеризует его самого часто, да, а не объект обсуждения. Ну, тут его характеризует 100%, так как тут я вижу его, тут как минимум мужчина повзрослел, помудрел, осознал. Где-то для него, ему очень болезненно прям ощущать то, что, знаете, как будто бы картинку какую-то мира своего, он там видел одно, как оно должно складываться, а оно идет все совершенно не так. Плюс изнутри вот эта карта сущность его как грызет. Может быть ревность, может быть там и карта беса выходила. Знаете, это такое какое-то... Внутри у него такое противодействие. Я уже не знаю, как... сам с собой воюет внутри. При этом еще карта крест, как будто бы... А как вернуть... И ощущение, как будто бы вот эта вот яркость какая-то, может быть, вот мне ощущение, вот с вами, когда он был, может быть, как большой ребенок, повторюсь, где-то вы его наполняли вот этой радостью. Вот это утеряно. В любом случае, девочки, это лишь попытка защититься от боли или, может быть, оправдать свой уход. Ну, если он там какой-то негатив про вас говорит. Но тут я не вижу даже негатива. Тут скорее он пытается разобраться, почему так случилось. Наверное, психологически его слова за вашей спиной — это способ справиться с потерей. С потерей вас, да, из его жизни, если вы ушли. Может быть, потерей контроля над вами. Я думаю, тут он много о вас и с восхищением говорит, да? Он признает ваше влияние на него. Может быть, даже если он в глаза этого никогда вам не скажет. Но он признает, насколько вы для него важный, ценный человек в его жизни.
В любом случае, его слова, девочки, это лишь звуковые волны. И ваша репутация в ваших руках, а не в его разговорах. Пусть говорят, да, ваш караван идет своим путем. Все, мои хорошие, удачи вам. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.